Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о продолжении мирового события. Мы с вами уже прошли первые два сезона – Миго и Ид. Третий сезон называется «Миго наносит ответный удар». В нем нас ждут большие изменения, и мы подробно о них поговорим. На данный момент событие началось в выборочных штатах с 361 по 384, с 475 по 498. И третья группа штатов – это штаты 583 по 606 штат. Я делаю этот ролик на основе аккаунта в 600 штате. Как обычно, начнем с строения события. Это новое здание, которое отличается от предыдущих центров Миго и Ид. Но внутри нам доступны привычные элементы, и первое, что мы с вами рассмотрим, это станция Миго. Станция состоит из 4 этажей, на каждом из которых 4 элемента. Клеточный диссоциатор, анализатор тканей, ящик для хранения и биологический инкубатор. Кроме этого, изменились бонусы, которые дает нам станция Миго. Давайте ознакомимся с ними. Начнем по порядку. Дополнительные задания разведки, повышение атаки, урона, обороны и здоровья в исследовании подземных тайн, увеличение скорости марша во время атаки Капитолия, открытие навыка Таран, а также повышение его урона, повышение скорости передвижения и восстановление Тарана, увеличение здоровья, урона, обороны и атаки отрядов в битве за Капитолий, бонусы к заготовке ресурсов, а также бонусы к общим показателям отрядов, увеличение атаки, обороны, урона и здоровья отрядов. Абсолютно новым навыком, который мы откроем в станции, является мгновенный сбор. Он будет расположен в навыках, и в описании сказано, что после окончания перезарядки следующий сбор будет произведен сразу же, когда ваши отряды достигнут цели. Перезарядка длится 1 день. К сожалению, сейчас мы не можем проверить этот навык, но из описания сделаем вывод, что раз в сутки можно отправить войска на ресурсы, и как только они придут на плитки, то тут же соберут их. Теперь давайте изучим элементы, которые необходимы для прокачки станции Миго. Всего требуется 4 элемента: композитные крылья, роботизированная рука, бионическая клешня и последний элемент – синтетическая паутина. Сказано, что мы сможем получать все эти элементы в событиях штата. Я бы хотел подробнее изучить этот момент и рассказать вам о нем позже, как я это сделал в ролике «Как качать станцию Ид». Сегодня мы с вами проводим первый обзор этого события, и поэтому следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это календарь событий. Пока что доступны задания только первого этапа, который продлится 4 недели. В первую неделю нас ждут задания разведданных, битва штатов и поиск сокровищ. Вторая неделя – разведданные, поиск сокровищ, вызов союза и подземелье. Третья неделя – разведданные, поиск сокровищ и кровавый спорт. А последняя неделя первого этапа встретит нас заданиями разведки, вызовом союза и поиском сокровищ. Наверное, вы задались вопросом, что же представляет собой поиск сокровищ. Это видоизмененные раскопки. Вместо 10 ключей по средам и воскресеньям, теперь каждый день в любое удобное для нас время нам предстоит сделать 5 поисков. Для этого нам пригодится чип для позиционирования. Выполняя поиск, Фрэнк тут же открывает найденный ящик, и вы получаете награду. То есть больше нет разделения раскопок на зеленые, синие и фиолетовые. Это значительно упростит игру и сэкономит время игроков. Вместо синих и фиолетовых ящиков в раскопках, то есть как ящик с более ценными наградами, у нас есть чип для точного позиционирования. В описании сказано, что его части можно будет получить через различные игровые события. Например, новое событие «Сбор. Информационная война Миго». Здесь мы будем открывать уровни и получать награды. Уровни открываются за синие элементы, которые вы получаете при выполнении различных заданий. Также можно открыть второй и третий уровень наград, заплатив 379 и 749 рублей. Первый уровень наград вы можете собрать бесплатно. В наградах различные элементы. Кроме частей точного чипа, можно найти элементы для станции, ускорители, плазму, бафы и многое другое. Кроме этого, при выполнении поиска с обычным чипом мы также можем получить части для создания чипа точного поиска. Для этого потребуется 5 деталей, которые называются незашифрованный чип. Обычный чип и чип точного поиска отличаются наградами, которые можно получить при выполнении поиска. В списке наград за обычный чип нам доступны фрагменты героя, элементы для медалей, компоненты для улучшения станции, опыт шефа, ускорители стройки и ресурсы.
При выполнении раскопок чипом точного поиска с некоторой вероятностью можно получить облик штаба «Город Серебряного Паука», славу Миго, облик марша и 2 рамки, элементы для медалей, в том числе и сертификаты чести для красных медалей шефа, а также тактические дизайны, элементы для станций и так далее. В поиске можно получить рамки, скрытность паука и дикий шершень, каждый из которых имеет бонус 2,5% к обороне отрядов. А теперь поговорим о наградах 3-го сезона глобальных событий. В магазине славы нам доступны 2 облика – город Золотого Паука и город Серебряного Паука. В отличие от предыдущих сезонов, вам не нужно на протяжении 3 этапов занимать лидирующие позиции, чтобы получить уникальный облик. Его можно будет получить, заработав 800 славы Миго за все 10 недель события. Он даст вам плюс 3,5% к атаке отрядов. А второй облик штаба будет стоить 250 очков славы и увеличит атаку отрядов на 2,5%. То есть больше не надо участвовать в изнуряющей гонке в течение 3 месяцев, чтобы все 3 этапа занимать одну из первых 30 позиций рейтинга. То же самое и с рамками. Одну рамку «Дьявольский Скорпион» и бонус 2,5% к обороне отрядов вы получите за то, что заработаете 100 славы Миго. Вторую рамку «Кошмарный Скорпион» вы сможете купить за 25 очков славы и получить плюс 2% к обороне отрядов. Облик марша «Удар Скорпиона» стоит 60 монет. Как вы заметили, цена за облик штаба изменилась, но это не должно вас пугать, потому что награды за рейтинговые места также увеличены. Поэтому сейчас изучим рейтинг славы Миго. Первое место получит 500 славы, второе 450. Третье 400, четвертое и 5 место 350, с 6 по 10 место 300, с 11 по 20 место 250, с 21 до 50 200 славы Миго. Игроки, занимающие места с 51 до 100 места, получат 150 очков. Игроки на 101 месте и до 200 будут награждены в размере 80 очков славы Миго. Рейтинг Союза будет считаться как и прежде, за все событие. Однако теперь первые 3 союза получат 40 очков славы Миго, топ-4 и топ-5 – 35 очков и так далее. На первый взгляд купить облик за 250 монет теперь будет намного проще. Я думаю, что в этом сезоне еще большее количество игроков смогут его получить, играя в State of Survival без вложений. И помимо рейтинга, каждую неделю, выполняя цели недели, мы по-прежнему будем получать 5 знаков славы Миго. И напоследок хочу показать вам магазин Миго. В нем мы опять будем покупать элементы за информацию Миго, или как мы привыкли ее называть, за флешки. В магазине первого этапа доступны знаки героев, сертификаты чести для красных знаков, фрагменты легендарного героя, элементы для снаряжения героя, плазмы и ускорители. Я думаю, у многих возникает вопрос, когда же событие станет доступно в остальных штатах. На момент записи ролика точного ответа дать не могу, но предположу, что Миго начнется у нас через 2 недели, так как первая неделя содержит в расписании битву штатов. На этом я завершу обзор 3-го глобального события. Я постараюсь подробно рассказать о том, как качать станцию Миго в следующих роликах. А пока что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Изменение раскопок или же то, что теперь игрокам не обязательно занимать высокие места для того, чтобы получить облики. Берегите себя, друзья. Всем пока!